Друзья, всем привет! Спасибо, что заглянули на канал Хельга Уайт «Живем в Словении». Сегодня мы посетим замок эпохи Возрождения, который был встроен в скалу, чтобы враги не смогли его осаждать. Первые упоминания об этом замке датируются 1274 годом. А знаменит этот замок стал в 15 веке, когда хозяином этого замка был рыцарь Эразмус, который вступил в конфликт с Габсбургами, убив их главнокомандующего. Он долго держал осаду в этом замке, но, к сожалению, как гласит легенда, был предан человеком из своего окружения и был застрелен снарядом из пушки в своем туалете. После Второй мировой войны этот замок был национализирован и сейчас работает как музей. Интересный факт, что в этом замке было снято очень много художественных фильмов. Один из этих фильмов с Джеки Чаном «Доспехи Бога». Оставайтесь с нами, пойдемте посмотрим, как там устроено все внутри. Знак особого расположения к тебе я отвечу. Сегодня мы приехали в Привьямский замок, но вот здесь идет ремонт основного входа дороги. Сейчас зайдем и начнем осмотр. Сакристия или ризница. Капеллан, живший в этом помещении, заботился о душевном благополучии жителей замка. Возле кровати можно увидеть структуру стены замка. Двойные стены служили хорошей изоляцией и помогали бороться с влагой. Если мы пройдем в конец комнаты, то окажемся в переходе, дошедшем до нас из тех дней, когда в замке еще не было входной башни. Именно здесь и началась история Привьямского замка. Выдали нам вот такие аудиогиды. Здесь можно слушать на русском языке. Здесь вот молились. Вот так вот жили в Средневековье. Вот такая интересная спальня. Вот здесь вот сидел судья, и здесь были пыточные. Давайте заглянем. Может быть, мы что-то интересное увидим. Как там? За закрытой дверью в стене находилась 60-метровая яма. Сильную боль и страшные муки вызывали различные орудия пытки, будь то дыба или деревянный осел, на которого сажали несчастного заключенного. Когда несколько лет назад съемочная группа канала Discovery пыталась обнаружить в замке сверхъестественные явления, именно в этом месте на свои камеры и микрофоны им удалось записать то, чему было невозможно найти однозначное объяснение. С ней одни неприятности. Свежая вода. Вода, которая собиралась в пещере за замком, по каменным канальчикам в стене поступала в нижние этажи. Таким образом, у жителей замка был надежный источник чистой и свежей воды. Очень трудно ухаживать за замком. Высокая влажность, и вокруг все покрывается плесенью. Повсюду жизнь. И даже в скале
прорастают такие прекрасные цветы. Смотрите, какие проходы узкие. Где-то рядом пыточная под нами. Доносятся вопли. Столько невообразимых ходов в этом замке. Посмотрите, ступеньки оригинальные. Ну, оригинальные. Это просто скала на самом деле. Замок в скале. И ступеньки — это часть скалы. Поднимаемся на какую-то смотровую площадку. С одной стороны, полностью замок погружен в скалу, а там, где не погружен в скалу, со всех сторон наблюдательные пункты. Следить за осаждающими и защищаться. Терраса. С террасы нам открывается вид на всю долину. Если мы посмотрим наверх, то увидим, что замку практически не нужна крыша. Насмехаясь над осаждающими замок, Эразм даже бросал им еду со стен замка или посылал ее в стан врага со своим слугой. На Пасху он послал им, среди прочих блюд, половину запеченного вола, а весной, когда поспела черешня, угостил их и ею. Потайной ход еще раз доказал свою важность. В те времена пещеры были еще не изучены, и осаждающим и в голову не приходило, что из замка сквозь скалу может вести естественный потайной ход. Гораздо более вероятным им казались происки нечистой силы. 1 год и 1 день длилась осада замка, а победа казалась недосягаемой до тех пор, пока не удалось подкупить слугу Эразма. Он рассказал врагам о единственном уязвимом месте замка, которое можно было разрушить из-за тонких стен. Когда однажды вечером Эразм отправился туда в туалет, слуга свечой подал знак врагу, указав путь смертоносному ядру катапульты. А вот этот вот ракурс очень знаменит. Я видела его в славянском фильме. Смотрите, как круто. Настоящая пещера. Во время осады этого замка через этот лаз был проход на холм, потайной проход на холм, через который в замок доставлялись продукты. А вот здесь вот готовили еду. Посуда хранилась в сундуках. Это была столовая. Все сохранилось достаточно в оригинальном виде. Посмотрите, какой комод. Не комод, а, скорее всего, буфет. Вот так вот выглядели рыцари. Такие были у них доспехи. Вот такие вот ядра. Как всегда в средневековых замках, шкура на полу. Герб этого замка. Этот колокол исполнит ваше самое заветное желание. Стоит только в него позвонить.
это сувенирный магазинчик, который находится в Предъямском замке. Смотрите, какие здесь интересные штучки продаются. Ой, посмотрите, какие красивые камни. Просто сокровища. И все уже с огоньками, как будто бы уже готовятся к Рождеству. Шоколад можно купить. Можно купить поделки вот такие, глиняные. Можно купить магнитики. Можно купить выпивку, мед, разные камни. Смотрите, все уже так украшено, как будто бы скоро Рождество. Закончили мы осмотр замка и пришли в местный ресторан. Посмотрите, какой красивый вид. Внешняя сторона замка такая красивая, а там в скале скрыта другая сторона замка. И вот когда я там внутри ходила и вам снимала, я вот вам снимала как раз вот из той части замка, которая скрыта в скале. Вот посмотрите, я вам снимала вот с этого балкона, да? Я вам снимала... Откуда еще? Вот с этой террасы. С этой террасы такой скрытой. То есть вот вокруг всей этой стороны, везде абсолютно, во всей вот полностью этой скале скрыт замок. То есть все, что мы вам снимали изнутри, вот это вот скрыто вот в этой скале. Очень интересно, что мы сейчас встретили экскурсию из Канады, и там была пожилая женщина русскоязычная. Она уже 20 лет живет в Канаде. И вот она приехала на экскурсию по Словении, Италии, Хорватии. Было очень приятно пообщаться, так как она еще вдобавок и иммигрант из Питера. Представляете? И встретить иммигранта из Питера вот здесь, в Словении, в Предъямском замке. Очень любопытно. Наш заказ. Давайте посмотрим, что нам принесли. Мне принесли свинину. Правда, я забыла, что вот это такое рядом со свининой. Короче, точно не знаю. Сергею принесли индейку в кляре с картофелем. Полине принесли ньокки с грибами. Елене принесли грибы с палентой. Палента – это пшенная каша. Кукурузная каша. Константину принесли кальмары. Кальмары, да. И салат. Надеюсь, что будет очень вкусно. Приятного нам аппетита. Значит, мы умрем вместе, а мы не боимся смерти. Мы всегда готовы предстать перед нашим Богом. Мне нужны доспехи.